В начале аниме главный герой Акемицу переживает ту же студенческую жизнь, что и большинство людей. Его мечта стать государственным служащим с стабильным доходом и высоким социальным статусом. Однако его отец очень распутный и встречается с разными женщинами и бросает Акемицу в 5 лет. Кроме того, из-за дурной репутации его отца у всех вокруг него сложились плохие впечатления. Чтобы очистить клеймо семьи, Акемицу продолжает напоминать себе, что не следует встречаться с женщинами. Однажды его случайно сбивает мешок с рисом, хозяйкой которого является очень милая девушка. Неожиданно он влюбляется в девушку с первого взгляда. С тех пор он словно превратился в другого человека, он отчаянно связывается с разными девушками, чтобы завязать интимные отношения. В конце концов, из-за его пристрастия к алкоголю и красивых женщин у него падают оценки и его также увольняют с работы. Чтобы прояснить мысли, он берет отпуск. После этого Акемицу одалживает монашеское одеяние у своего дяди, который раньше был настоятелем, и идет в рекомендованный им храм. Неожиданно, как только он входит, он встречает красивую девушку по имени Юдзуки. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Он узнал в Юдзуки девушку, которая ударила его мешком с рисом. Увидев сексуальное тело Юдзуки, у него снова появились вульгарные фантазии. Не в силах совладать с собой, он предлагает ей жениться. Удивленная его безумными идеями, Юдзуки приглашает Акемицу попить чай. Акемицу ошибочно думает, что это тестовый набор у храма, чтобы посмотреть, сможет ли он отказаться от девушек. Однако у него ничего не выходит, и из-за смущения ему приходится временно уйти в ванную. По дороге его привлекает внезапное мяуканье. Он находит кошку, которая упала в колодец. Он пытается помочь коту. Неожиданно он случайно падает, а кот легко выпрыгивает. Тем временем Юдзуки звонит Кики, которая помогла устроить свидание вслепую. Понимая, что Кики сейчас находится с парнем, с которым должно было быть свидание, Юдзуки понимает, что что-то идет не так. Полагая, что мужчин не должно быть в женском монастыре, и она считает Акемицу злым духом. По совпадению в храм возвращается ее младшая сестра Цукуя. Она поспешно сообщает, что столкнулась со злым духом. В этот момент Акемицу в смущении выползает из колодца. Напуганная его внешним видом, Юдзуки еще больше убеждена, что Акемицу является злым духом, и поспешно тянет Цукуя бежать. В это время две девочки встречают свою младшую сестру Кураге. Увидев, что Кураге вот-вот упадет на землю, Акемицу остановился, чтобы поймать ее. Кроме трех сестер, в храме живут еще девушка и ее служанка. Цель Мии – стать леди, и она занимается каллиграфией. Ее сопровождает ее служанка Кагура. Неожиданно громкий шум снаружи беспокоит Мию, и она выходит проверить ситуацию, но случайно натыкается на Акемицу, из-за чего они сталкиваются. В конце концов, Акемицу догоняет Юдзуки и Цукуя. Но прежде чем он успевает объяснить, Юдзуки сбивает его с ног. Недоразумение сохраняется до тех пор, пока Кики не вернулась в храм. Оказывается, Акемицу пришел в храм из-за своего дяди. Из-за своего монашеского одеяния Юдзуки ошибочно подумала, что у нее свидание вслепую. Основная причина недопонимания в том, что Кики забыла сообщить им о приезде Акемицу. Кроме того, дядя Акемицу очень ненадежен и отправил своего племянника в женский монастырь. Кики предлагает позволить ему практиковаться в храме в течение некоторого времени. Неожиданно ее предложение встретило сопротивление большинства из девушек, особенно Юдзуки, которая считает Акемицу бабником и не желает с ним жить. В конце концов, Акемицу решает уйти. Среди девушек только Кураге он производит хорошее впечатление. Полагая, что Акемицу неплохой парень, она хочет, чтобы он остался в храме. Юдзуки размышляет о своем решении и догоняет его сразу. Тем временем Акемицу ждет на автобусной станции. Однако храм находится в отдалении и уже слишком поздно, и он не успел на последний автобус. Узнав о ситуации, Юдзуки приглашает его остаться в храме на ночь, чтобы успеть на утренний автобус. Хотя Акемицу не может жить в женском монастыре, он может остаться временно на день-два. Акемицу отклоняет ее приглашение. Понимая, что он не злодей, Юдзуки вспоминает сцену их первой встречи. Понимая, что Юдзуки все еще помнит его, Акемицу очень стесняется. Он официально представляется и говорит свое полное имя. Неожиданно Юдзуки очень злится, узнав его фамилию. Оказывается, отец Акемицу занял у женского монастыря 20 миллионов и сбежал. Чувствуя себя очень виноватым, Акемицу возвращается в храм. Он становится на колени, чтобы извиниться, и клянется выплатить долг. Учитывая, что Акемицу сейчас не может позволить себе долг, девушки решают позволить ему расплатиться с долгом своим телом. С этого момента Акемицу официально становится слугой этих красивых девушек.
Стоит отметить, что Цуки не приветствует прибытие Акемицу. Поскольку ей не удалось убедить Юдзуки, ей нужно найти другой способ прогнать Акемицу. Юдзуки очень добрая девушка и предлагает показать Акемицу храм. Ее нежное поведение очень привлекает Акемицу, заставляя его стесняться перед ней. Тем временем другие девушки наблюдали за ними. Цуки настаивает, что Акемицу извращенец, и клянется однажды выгнать его. Акемицу не знает о плане Цуки. Сосредоточившись на выплате долгов, он встает рано утром, чтобы убрать и приготовить. Пока он готовит, Юдзуки вдруг приветствует его. Она отвечает за звон в колокол, чтобы разбудить всех, и она немного удивилась, что Акемицу встал раньше нее. Тем временем Акемицу не мог не смотреть на ее горячее тело, не замечая пригоревшие блюда. Так или иначе, ему удается приготовить завтрак. Цуки первая пробует блюдо, намереваясь принизить его кулинарные способности, однако хороший вкус блюд не позволил ей это сделать. Цуки придумывает другой план. Она приказывает ему убраться и проверить счета, намеренно отвлекая его своей сексуальной фигурой. Более того, она дает ему летний наряд в этот холодный ноябрь. К ее удивлению, Акемицу понравился этот наряд, и в сочетании с его талантом в работе по дому и сводя счеты, он быстро выполняет поставленную задачу. Однако это не уменьшает ненависти Цуки к нему. Затем она выливает воду на Акемицу, называя это медитацией у водопада. Приняв это за благословение, Акемицу наслаждается этим очень сильно. В конце концов, Цуки решает напрямую соблазнить его. Пока Акемицу принимает ванну, она приходит в ванную. В этот момент за ее спиной ящик для хранения вещей внезапно падает. Акемицу бросается защитить ее, и хотя они уворачиваются от ящика, еще один такой падает, ударяясь об голову Акемицу и заставляя его случайно поцеловать Цуки. Тем временем Юдзуки следует инструкциям Цуки и приходит в ванную и случайно видит, как они целуются. Цуки этому рада, полагая, что Юдзуки обязательно выгонит Акемицу. Женщины. Алчные, корыстные, злобные. Однако Кики уже рассказала Юдзуки о плане подставить Акемицу. Поэтому вместо того, чтобы наказать Акемицу, Юдзуки говорит Цуки, что он неплохой парень и что он пришел сюда, потому что хотел изменить себя. Цуки понимает, что она не ненавидит Акемицу так сильно, как ей кажется. Как раз в тот момент, когда они собираются объяснить все тонкости дела Акемицу, Акемицу покинул храм из-за чувства вины за поцелуй с Цуки, но его предыдущее жилье было сдано арендодателем, и он не знает, куда ему пойти. Что еще хуже, на улице идет дождь, и он может укрыться только в картонной коробке. Наконец, Юдзуки и Цуки находят его, чтобы он вернулся в храм. Цуки извиняется перед ним за свой проступок. В дополнение к этому она дает ему записку. Поскольку Акемицу поцеловал ее, она должна получить компенсацию в размере 5 миллионов. Женщины. Алчные, корыстные, злобные. Не имея возможности отказаться, Акемицу возвращается в храм, и он решает приготовить ужин, пока Юдзуки и Цуки принимают ванную. У Кураге сложилось хорошее впечатление об Акемицу. Она рада, что он вернулся в храм, потому что до его приезда Юдзуки всегда вела себя зрело и разумно. Только перед ним Юдзуки показывает свою неуклюжесть. Она намеренно пошутила, что даже если Акемицу пойдет посмотреть на Юдзуки, она не злилась бы. Нельзя поддаваться греху. Нужно бороться, сражаться. Акемицу в шоке, и когда он видит, что Кураге собирается открыть дверь ванной, он бросается ее остановить. По совпадению она вовремя убирает руку, и Акемицу случайно открывает дверь. Таким образом, он видит интимные места Юдзуки, а Цуки наносит ему сильный удар. Приходит Мия и говорит, что она предотвратит падение храма в разврат и избавится от него раз и навсегда. Мия решает, что выгнать его будет недостаточно. Она приказывает ему сразиться с ней на дуэли, и в случае победы она его стерилизует. Они шокированы, когда Акемицу, кажется, с энтузиазмом относится к операции. Сестры покидают храм, чтобы дать Акемицу и Мии место для дуэли. Акемицу не совсем понимает, почему Мия его так не любит, и, кажется, забыл, что он ударил ее головой, когда они встретились. Мия объявляет, что у них будет дуэль на катанах, потому что Мия приехала из-за границы учиться искусству владения мечом в Японии. Акемицу решает остановить меч голыми кулаками, и происходит несчастный случай, и Мия теряет сознание. Кагура решает, что она решит, что будет делать Мия, и показывает книгу загадочных устройств для пыток, но вместо этого Акемицу требует книгу. К сожалению, Мия неверно истолковывает его просьбу о книге, и она в страхе убегает. Акемицу разочарованный засыпает, он не смог получить книгу.
В ту ночь Мия навещает Акемицу, чтобы попытаться загладить свою вину, и в усталом состоянии он верит, что спит. После того, как он обнаруживает, что Кагура снимает их, Акемицу говорит Мии, что она должна защищать свою чистоту и что все, что он хотел, это книга пыток. Мия убегает, униженная своим недопониманием. В конце концов, Мия успокаивается и возвращается в храм. Она встречает Акемицу в кладовой, но они обнаруживают, что Кагура намеренно заперла их вместе. После попытки выбраться они решают утром позвать на помощь. Акемицу исследует комнату и видит странный стол, о котором Мия неохотно говорит ему, что это стол, на котором выставлены головы предателей. После того, как Мия чихнула, Акемицу настаивает на том, чтобы дать ей одеяло, и она случайно признается, что избегает его, потому что находит его привлекательным. Смущенная Мия начинает плакать, и после того, как она успокоилась, она просит его забыть, что она сказала. Она показывает, что она приехала в Японию, потому что хотела сбежать от своей семьи, которая одержима желанием жениться на красивых людях. Мать Мия была известной соблазнительницей, и Мия оказалась в изоляции в школе. В конце концов, она подружилась с Кагурой, и они вдвоем уехали в Японию, чтобы изучать буддизм, что в конечном итоге привело их в храм. Мия надеялась, что храм станет для нее убежищем, чтобы сбежать от истории ее семьи. Но Акемицу все испортил. Акемицу тронут, потому что его ситуация с семьей та же самая, и они оба вместе плачут из-за их трагической предыстории. Мия задается вопросом, не судьба ли это, но она начинает сомневаться в себе. Акемицу подбадривает ее, объявляя, что они оба могут избежать семейной истории, вместе они достигая просветления, и они оба примиряются, чтобы тем изучать буддизм. Кагура приходит, чтобы освободить их, и дает им книгу об орудиях пыток. Но следующим утром, после того, как Юки застает их на тренировке, она наказывает Акемицу. Тем временем Кики напоминает Юдзуки, что ее кандидат на свадьбу должен был прибыть сегодня, и она опаздывает на встречу. Акемицу помогает ей приготовиться, и они спешат на встречу. Акемицу обнаруживает, что Юдзуки надеется выйти замуж, чтобы у них был новый настоятель храма. Это потому, что храм закроется и семье придется переехать, если у нее не будет настоятеля, и Кики может оставаться настоятелем только год. Юдзуки хочет защитить храм любой ценой, поэтому Акемицу помогает ей, одолжив мотоцикл, но после этого у него заканчивается бензин. Юдзуки ведет их в грузовик, принимая его за автобус. Она впадает в депрессию, потому что они опоздают на встречу. Но Акемицу говорит, что поможет ей любой ценой и будет пробовать сломать дверь грузовика. Акемицу одолжил этот грузовик, и они отправились в храм. Священник пришел отвезти девушку. Она была рада, что он помог ей попасть на прием вовремя. Вдруг он находит рядом с ним странную женщину. Она заметила одежду, которую носит Акемицу, поэтому она попросила его прибраться в храме сейчас, а также сказала, что ему следует перестать терять время. Тем временем Юдзуки представилась священнику. Он хотел знать, почему Юдзуки сделала предложение в таком юном возрасте. Она сказала, что любит храм Микидзуки, а также она любит своих друзей, живущих в этом храме, но заметила, что Акемицу наблюдает за ней за окном, поэтому она была шокирована и нервничала. В этот момент настоятельница окликнула его и сказала, что сват или что-то в этом роде не может присутствовать на этом интервью. Она выбрала Акемицу как сваху. Ситуация была настолько плохой, что Юдзуки смутилась и рассердилась. Акемицу спросил его, какие планы у священника после свадьбы. Священник ответил, что у него будет 10 детей, поэтому Акемицу потерял сознание из-за этого интервью, и они забрали его из дома. Юдзуки вспомнила себя маленькой. Ей всегда говорила мать, что ложь – это очень плохо, поэтому она извинилась перед Кидзя. Она сказала, что не очень-то хочет за него замуж. Потом вспомнила слова Кики. Она хотела, чтобы Юдзуки продлила помолвку на 3 года, а потом она отменит помолвку, потому что через 3 года она окончит школу, из-за чего храм прослужит дольше и не закроется. Кидзя понимает, что Юдзуки сделала все для того, чтобы не закрывать храм. Он сказал, что храм Микизуки не стоит защищать. Она пыталась изменить его мнение, но безрезультатно. В этот момент приходит Акемицу и тоже умоляет его помочь и винит себя из-за долгов отца. Но священник сказал, что закрытие храма в его интересах. Все долги, которые у него есть, исчезнут полностью, но Акемицу сказал, что храм спас ему жизнь и жизнь Юдзуки, так что храм действительно заслуживает защиты. Священник сказал, что управление храмом никогда не будет легкой задачей, и Юдзуки пострадает. Но Акемицу сказал, что поддержит ее во всем. Акемицу поклялся подарить ей счастье, и она стала застенчивой, потому что это стало похоже на брачный контракт между ними. Тогда Кидзя сказал, что согласен на помолвку, после чего Акемицу и Юдзуки опоздали на автобусный и железнодорожный вокзалы. Но они осмотрелись и нашли один из отелей. В отеле она сказала ему пойти в душ, но когда он вышел из душа, то обнаружил, что Юдзуки ведет себя странным образом. Она пошла в ванную, поэтому он включил телевизор, но увидел то, что она смотрела.
Он начал думать о том, что сказала о ней ее сестра. Тем временем Юдзуки вспомнила момент, когда Акемицу сказал, что поддержит ее в управлении храмом. Она хотела остаться с ним навсегда, но когда она вышла из ванной, она обнаружила Акемицу в странном состоянии. Он был связан, чтобы не сделать того, о чем он мог бы пожалеть в будущем. Но Юдзуки закрыл глаза ему и уснула неудовлетворенной. На следующее утро они возвращаются в храм и пытаются сделать вид, что ничего не произошло. Позже Юдзуки и ее сестра Цуки идут в школу. Цуки спрашивает ее о том, что произошло после брачной встречи. Узнав, что Юдзуки отправилась в отель для свиданий с Акемицу, она напоминает сестре молчать о молодом человеке, живущем в храме в школе, потому что храм технически это женский монастырь. Цуки также хочет позаботиться о том, чтобы в школе сохранилась репутация семьи. К сожалению, как только Цуки приходит в школу, ее друзья рассказывают ей о слухах, что у нее появился парень и что некоторые одноклассники видели, как она целовалась с мужчиной в монашеских одеждах. Цуки понимает, что они неправильно понимают предыдущую ситуацию с Акемицу, но она не может об этом сказать. Что еще хуже, Акемицу появляется в кампусе в монашеских одеждах, чтобы помочь доставить ее обед. Прежде чем он успевает поговорить с ее одноклассниками, Цуки быстро устраивает на него засаду, маскируясь, чтобы он случайно не вызвал новых слухов. Она отводит его в кабинет, но также не дает ему уйти, потому что там слишком много людей вокруг школы. Внезапно приходят ее друзья, и ей приходится спрятать Акемицу с собой под одеялом. Они оба пытаются смириться с этой ужасной ситуацией, в то время как Акемицу обнаруживает, что Цуки недавно уволилась из клуба стрельбы из лука. После того, как ее друзья уходят, он задается вопросом, почему она ушла из клуба стрельбы из лука. Но когда он взволнованно заявляет о своей поддержке, в конечном итоге их обнаруживают ее друзья. Цуки действительно вступила в клуб стрельбы из лука, вдохновленная своей старшей сестрой, но когда Юдзуки решила позаботиться о храме, она была вынуждена покинуть клуб, и Цуки решила уйти. Тем временем Акемицу на следующий день убирает храм, когда Юдзуки показывает ее навыки стрельбы из лука, посоветовав ему, что это полезное занятие для медитации. Вдохновленный ее демонстрацией, Акемицу ищет Цуки, чтобы поговорить о стрельбе из лука, но средняя сестра прячется в своей комнате. Он решает использовать веревку, чтобы добраться до ее окна, и говорит ей, что закончил домашние дела по храму, чтобы у нее было время вернуться в клуб стрельбы из лука. Но к его удивлению Цуки говорит ему, что ей это не интересно, и она покидает храм. Однако, когда Цуки проходит мимо ближайшего стрельбища из лука, она не может сдержаться и заходит под предлогом помочь убрать зал для стрельбы из лука. Она обнаруживает, что непреднамеренно занимается стрельбой из лука, когда обнаруживает, что Акемицу последовал за ней. После того, как они покидают зал, Акемицу задается вопросом, почему она не хочет снова поступить в клуб, потому что она, кажется, очень интересуется спортом. Но Цуки показывает, что ее старшая сестра Юзуки намного лучше стреляет из лука, чем она, и она чувствует, что не заслуживает этого, потому что сестре пришлось уйти, чтобы заботиться о храме. Акемицу советует ей не чувствовать себя виноватой из-за ответственности, которую пришлось взять на себя ее сестре, и он приводит ее посмотреть, как Юдзуки занимается стрельбой из лука как формой медитативной практики. Он также показывает Цуки, насколько ужасно ее старшая сестра стреляет из лука и что Юзуки не умеет стрелять из лука. Юдзуки рассказывает, что на самом деле она ушла из клуба не потому, что была слишком занята, а потому что, как бы усердно она не тренировалась, стрельба из лука у нее всегда была ужасной. После этого сестры мирятся друг с другом. А позже той же ночью Цуки сообщает Акемицу, что решила вернуться к стрельбе из лука, и когда она спрашивает его, почему он ей помог, он отвечает, что понимает ее борьбу следовать своей страсти, сдерживаясь семейными обстоятельствами. Благодарная Цуки, кажется, целует его, но отстраняется, чтобы написать «идиот». На следующий день Акемицу готовит для нее обед, и она решает официально представить его своим друзьям. Тем временем Кураге думает обо всех изменениях, произошедших за последнее время. Она ценит присутствие Акемицу. Позже Юдзуки обнаруживает, что в последнее время она прибавила в весе. Она разговаривает с остальными членами храма и обсуждает возможность того, что они показывают неправильно. Отказываясь признать, что все они набрали вес, они придумывают разные стратегии, такие как диета и физические упражнения, и по предложению Цуки они начинают упражнения йоги. Но хотя они начинают хорошо, девушки в конце концов сдаются и не могут продолжать. Их следующий план – диета, и Юдзуки обсуждает возможность попросить Акемицу приготовить меньше еды для них. Ни одна из девушек не хочет рассказывать Акемицу, что они набрали вес, но Кураге говорит, что она охотно отказалась бы от одной из своих сестер, если бы могла продолжать есть эту еду.
Вместо этого она просит одну из своих сестер выйти за него замуж, чтобы он мог навсегда остаться в храме и готовить для них. Отговорив ее от этой идеи, Юдзуки думает, что поскольку Акемицу готовит здоровую пищу, может им ничего не делать, пока он не приходит со свежеприготовленными сладостями для них, что полностью сводит на нет весь их прогресс. На следующий день Юдзуки просит Акемицу начать добавлять овощи во все их блюда, но когда он соглашается, он замечает, что она держит старый топор. Напуганный возможностью того, что она практикует свои навыки обезглавливания, Акемицу отчаянно пытается приготовить отличную еду, чтобы она не разозлилась и не напала на него. Но когда Юдзуки не реагирует на готовку, он теряет сознание от страха. Но Кики говорит ему, что Юдзуки практикует навык, которым пользуются главные жрецы, где они ни на что не реагируют и держат одну и ту же позицию в течение 2 дней. Это также объясняет, почему у нее не было реакции на его еду и почему раньше у нее был топор, поскольку рубка дров важна для тренировки. Вдохновленный ее преданностью делу Акемицу спрашивает, может ли он тоже присоединиться к тренировке, и поскольку он много работал в храме, Кики разрешает ему тренироваться с Юдзуки. Тем временем Мия тоже их подслушивает и решает присоединиться, что немного раздражает Юдзуки. Сначала они начинают с изучения нескольких суту и позиций поклонов у Кики, и Акемицу в шоке, что это основной навык, который монахам необходимо освоить, а это значит, что он на самом деле не стал монахом. Юдзуки приходит, чтобы продемонстрировать, как игнорирование приведет к просветлению, но она легко отвлекается и терпит неудачу. Когда они смотрят, как она рубит дрова, Кики говорит им, что Юдзуки не настоящая жрица, поскольку она все еще проходит обучение. Решительный Акемицу бросается к Юдзуки и заявляет, что поддержит ее и поможет ей стать настоящей жрицей. Но прежде чем они успевают приступить к тренировкам, их внезапно навещает Кидзя из храма Рюкоку. Удивив жителей храма, он объявляет о своем намерении осмотреть храм, который, по его мнению, находится в серьезном ветхом состоянии. Обычно спокойная Кики сердито реагирует на его присутствие, особенно когда он разочарован, что Юдзуки еще не завершила обучение. Затем он объявляет, что если через 3 месяца Юдзуки не пройдет обучение, он разорвет помолвку, что заставит их храм закрыться. Кики тренирует Юки вместе с Акемицу и Мией. Все трое шокированы, когда Кики говорит им, что они должны сменить нижнее белье на белое, чтобы отразить чистоту своих будущих тренировок. Они должны часами сидеть в абсолютной тишине и неподвижности, и если они пошевелятся, то Кики побьет их своей палкой. Такого рода тренировки являются основной причиной, почему Акемицу решил стать монахом, но, к сожалению, он продолжает отвлекаться, когда его партнеры по тренировкам получают удары, что в конечном итоге приводит к тому, что он тоже терпит неудачу. После чего Кики заставляет их практиковаться в каллиграфии, где Акемицу необычайно опытен в выполнении задания. К сожалению, Юдзуки показывает себя довольно плохо. Мия и Акемицу позже извиняются за замедление тренировок Юдзуки в торговом центре, где они покупают припасы, которые помогут им тренироваться. Они подбадривают Юдзуки, но все трое в ярости, узнав, что Кики хочет, чтобы они все спали вместе в одной комнате. Акемицу придумывает стратегию укрыться одеялом, чтобы избежать каких-либо проблем. В то время как Кики беспокоится о Кидзё и его планах, поскольку она чувствует, что могут возникнуть проблемы. Она думает, что их храму, возможно, придется схитрить, чтобы победить, но на следующее утро она обнаруживает, что 3 ее ученикам не удалось уснуть, поэтому она дает им награду. Но наградой является поездка в смешанную баню. Кики говорит им, что это тоже часть тренировки, поскольку они должны укрепить свой разум против любой тревожной мысли о противоположном поле. Хотя поначалу они терпят неудачу и становятся все более смущенными, говоря о своих тренировках друг с другом, в конечном итоге их воодушевляет Юдзуки, которая делает вид, что успешно сопротивляется любому искушению по отношению к Акемицу. Хотя она и начала испытывать чувства к нему. Со временем Кики начинает понимать, что их подготовка улучшается, поэтому она решает дать им выходной. Но также дает им загадочный совет – отложить славу и богатство. Юдзуки говорит остальным, что это тоже испытание, и отдых имеет решающее значение для достижения просветления. Но, к сожалению, для Акемицу выходной приходится накануне Рождества. Это особенно травматично для него из-за его отца. Юдзуки решает отвезти его в город на сочельник, чтобы подбодрить его. Но он паникует из-за того, что они вместе. В канун Рождества он изо всех сил старается не наслаждаться праздником, но все равно в конечном итоге начинает веселиться вместе с Юки. Позже двое из них направляются в магазин за четками, которым управляет подруга Юки. Она решает предложить им парные четки, которые часто используются парами на буддийских свадьбах. Она думает, что они встречаются, но после того, как они проясняют путаницу, она им напоминает, что они оказались вместе в канун Рождества, и Юдзуки быстро понимает, что это означает. После этого они в смущении покидают магазин, и двое утешают друг друга.
Тем временем в храме сестры Юдзуки высмеивают Мию, потому что когда Акемицу впервые прибыл, она была очень враждебна к нему, но теперь значительно стала теплее с монахом. Кагура говорит им, что они все изменились в результате его прибытия, но тайно замышляет избавиться от него. На следующий день весь храм устраивает вечеринку, чтобы отпраздновать Рождество. Акемицу готовит огромный пир, а также подарок для Юдзуки. Ему быстро удается произвести впечатление на членов храма своей фантастической кухней. После того, как они все съедают, Юдзуки предлагает раздать подарки, что заставляет его нервничать, поскольку он никогда раньше не праздновал Рождество. Девушки позже говорят ему, что он не может пожертвовать свои органы в качестве подарка. Они решают, что он будет в долгу перед человеком, который получит его подарок. Когда они открывают свои подарки, Кураги получает перчатки от Цукио, Цукио получает вибрирующую игрушку от Юки, Юдзуки получает бумагу о регистрации брака с именем Кураги, явно предназначенной для Акемицу. Остальные в конечном итоге получают свои подарки, поэтому Кагура предлагает всем поторговаться, подарив ему компакт-диск с фотографиями Мии, которые она сделала. Юдзуки быстро говорит Акемицу передать ей компакт-диск. Тем временем Кагура рассказывает, что компакт-диск был шуткой и на самом деле дает им всем билеты в смешанную баню неподалеку. В ту ночь Акемицу присоединяется к Юдзуки в молитве, чтобы отпраздновать закрытие праздника. И она благодарит его за всю работу в последние несколько месяцев по поддержке храма. Это сделало их всех счастливее, чего не случалось с тех пор, как умерли ее родители. И они смущенно дарят друг другу рождественские подарки. В конце концов, они подарили друг другу четки из магазина Мэри, но смутились, когда осознали подтекст. Внезапно приходит Кики с тревожными новостями. Она сообщает им, что главная церемония пройдет в главном зале храма Микадзуки, и что на ней будут присутствовать ведущие члены секты. Но это будет для них чрезвычайно проблематично из-за ужасного состояния центральной фигуры храма. В конечном итоге они идут с Кагурой на горячие источники, где весь персонал кажется подозрительно послушен Кагуре. Сотрудник указывает Акемицу на приготовленный для него личный источник, а затем подозрительно заставляет его что-то выпить. В то время как девушки наслаждаются горячим источником, Кагура готовит комнаты. Мия рассказывает о том, насколько хорошая Кагура по отношению к ней с тех пор, как Мия сбежала от своей семьи, поскольку она всегда помогала и поддерживала Мию и была ее лучшей подругой с детства. Тайно Акемицу прячется поблизости, и так как сотрудники обманом заставили его войти в женскую часть источника, он пытается спрятаться, но его быстро замечает Кагура, который начинает расспрашивать о том, какова была бы их реакция, если бы Акемицу прятался от них. Столкнувшись с этой гипотетической ситуацией, девушки предпочли бы, чтобы он вышел и извинился, что побуждает Акемицу сделать это только для того, чтобы девушки быстро наказали его. Но также оценили его за честность. Кагура раздражается, что ситуация не закончилась плохо, поэтому она начинает другой план, говоря остальным покинуть отель, а Акемицу останется здесь. В то время как Мия тоже решает остаться в отеле. Позже, отдыхая в своей отдельной комнате в отеле, Акемицу шокирован, когда Кагура устраивает на него засаду и пытается соблазнить его. Он сопротивляется ей, ударяя себя кулаком, чтобы устранить его мирские желания и достичь просветления. В то время как Кагура показывает, что она подстроила всю эту ситуацию, чтобы заставить его покинуть храм, потому что он надоедливый вредитель, который мешает ее лучшей подруге Мие вернуться к своей семье. Акемицу знает, как сильно Мия ненавидит свою семью и их образ жизни, поэтому он шокирован, что ее лучшая подруга, по-видимому, предает ее. Но внезапно Мия прибывает. Кагура затем использует гипноз, чтобы нокаутировать Мию и Акемицу. Акемицу просыпается, и оказывается, что она часть семьи, которая служит семье Мии. Кристофы сделают все, чтобы она смогла вернуть Мию обратно в ее семью. Акемицу пытается защитить свою подругу, но Кагура сомневается в его мотивах и говорит ему, что если он покинет храм, она сделает достаточно большое пожертвование, чтобы спасти храм ценой того, что он уйдет и никогда не вернется. Она освобождает его, и на следующий день Акемицу думает о предложении Кагуры. Он присоединяется к остальной части храма в приготовлении моти, но когда он пытается хорошо поработать, его беспокоят странные комментарии Кураги о процессе изготовления моти. Это отвлекает его, поэтому он делает не очень хороший моти. Он пытается отчитать Кураги, но это не работает, поскольку на самом деле она не шутила и пыталась с ним пофлиртовать. После этого приходит Мия, чтобы помочь в приготовлении, и одевается в костюм кролика. Ей помогает Акемицу, пока Кагура снимает их двоих на видео. Юки приходит, чтобы отругать их, и обнаруживает, что все эти костюмы были планом Кагуры, чтобы выгнать его из храма. В ту ночь Акемицу ужинает со всеми, когда замечает, что Кики пропала.
Оказывается, что она пьет на улице. Он решает принести ей ужин, и она хвалит его кулинарные способности и предлагает ему сесть с ней и полюбоваться природной красотой храма. Она снова предупреждает его о состоянии центральной фигуры храма, но говорит ему, что испытание не является конечной целью для Юдзуки. Однажды Юдзуки в конечном итоге станет главной жрицей храма, и Акемицу должен начать думать о своей роли в будущем. Она намекает, что ему следует остаться, чтобы поддержать Юдзуки, и что ей понадобится кто-то вроде него, чтобы помочь с храмом в будущем. Позже все они празднуют Новый год. Когда все идут в храм, чтобы загадать желание, Акемицу и Мия задаются вопросом, следует ли им скрывать свою личность, потому что они из буддийского храма. Но Юдзуки говорит им не волноваться. Акемицу видит, как Кураги загадывает желание, но она ругает его за попытку раскрыть желание взрослой женщины. Но затем отвлекается на конфеты. Акемицу позже хвалит Мию за ее наряд, но она говорит ему, что женщины предпочли бы, чтобы он был более прямолинейным. Это приводит к тому, что он очень хвалит Юдзуки к ее смущению. Они вдвоем говорят о предстоящем году и миссии Юдзуки по спасению ее храма. Это напоминает Акемицу о клятве, которую он дал ей, а именно сделать все возможное, чтобы защитить храм. Он отправляется на поиски Кагуры. Тем временем Кагура молится об успехе своего плана, и она немного устала тратить много лет, пытаясь привести Мию к ее семейной философии, основанной на соблазнении. На самом деле, она стояла за планом доставить Мию в Японию, который поддержали обе семьи. Но Кагура должна была записывать то, что происходит на видеокамеру. Когда они вдвоем приехали в Японию, Кагура начала фотошопить фальшивых мужчин на фотографиях, чтобы выполнить свое обещание данной семье, и ее работа стала легче с прибытием Акемицу. Новый план Кагуры состоит в том, чтобы заставить Акемицу уйти, что приведет к тому, что Мия пойдет по темному пути. Приходит Акемицу и отказывается покинуть храм, что разрушает ее планы. Она напоминает ему о его тяжелом положении из-за его огромного долга перед храмом и сломанной фигуры в главном зале, которая может поставить под угрозу испытания Юдзуки, но Акемицу говорит ей, что он совсем справится и деньги заработает сам. Акемицу говорит, что он выполнит свое обещание данное Мие, поддержать ее против ее семьи, что злит Кагуру, которая говорит ему, что он ничего не знает о Мие. Она начинает с ним спорить, но он говорит ей, что она на самом деле должно быть очень заботиться о Мие, что ее злит настолько, что она пинает его и уходит, даже несмотря на то, что у нее противоречивые чувства между ее дружбой с Мией и ее верностью семейному долгу. Кагами открывает глаза после прихода Юдзуки и хочет побыстрее начать день, после чего Юдзуки говорит Акемицу, что ей придется уйти, оставив его наедине с Мией, Кураги и Кагурой. Когда Акемицу слышит имя Кагуры, он паникует. Когда он выходит из своей комнаты, он вскоре сталкивается с Мией. Она упоминает Кагуру, и он проявляет крайний страх. Затем Мия запирает Акемицу и Кагуру в комнате, чтобы они могли помириться друг с другом. В комнате Кагура обдумывает выдвижение обвинений против Акемицу за приставание, чтобы изгнать его из храма. Однако она говорит, что хочет, чтобы он влюбился в Мию. Позже Мия признается Цукуё и Кагуре, что она ничего не чувствует к Акемицу после того, как ее об этом спрашивают напрямую. Тем не менее, она говорит, что находит его весьма привлекательным. Позже, в тот же день, когда Акемицу пытается приготовить еду на кухне, он обнаруживает, что у них закончился рис. После чего Юдзуки предлагает взять его и Мию собрать рис должников храма. После 2 неудачных попыток прихожанка соглашается дать Юдзуки пару мешков риса. Пока он несет мешок с рисом обратно, Акемицу вспоминает тот день, когда он впервые увидел Юдзуки. В этот момент Юдзуки идет по улице, неся целую связку мешков с рисом. Пока она идет, Акемицу и Мия стоят сзади нее, говоря о ее невероятных навыках. Кики подчеркивает, что несмотря на все усилия Юдзуки, проблемы могут возникнуть, если центральная фигура не будет исправлена. За этим следует откровение о том, что для восстановления храма потребуется $500 000. Юдзуки, с другой стороны, уверена, что сможет собрать деньги и дает им слово. В тот день, когда Акемицу уже начал обдумывать лучший способ помочь Юдзуки, его решение включает использование мобильного телефона. Он направляется в комнату Юдзуки, чтобы попросить его одолжить ему телефон. Когда Акемицу предлагает помощь Юдзуки, она говорит ему, что ей удастся собрать деньги, работая на 5-6 работах. Теперь он не преклонен в помощи ей, потому что видит, что она измотана. Однако Юдзуки настаивает, что это не так. Внезапно Цукуё входит в комнату. Юдзуки наконец говорит Акемицу, что это не его дело, что его очень расстраивает. В конце концов, он просит Цукуё пойти с ним на свидание. Позже Акемицу неожиданно говорит Цукуё, что ему нужно купить новый телефон. Цукуё хочет рассказать Акемицу о своих чувствах, но вместо этого она просит его номер. Акемицу отправляет сообщение Цукуё, чтобы выразить свою благодарность за ее помощь в течение дня. Мы видим флешбэк, в котором детство Юдзуки. Юдзуки, которая в то время была ребенком, показана со своей матерью. Она хочет однажды возглавить храм Микадзуки и говорит об этом своей матери. Она начинает объяснять причину, но сцена меняется, а затем
переносится в наши дни. После их ссоры Юдзуки и Акемицу хотят помириться друг с другом и разрешить свои проблемы. Кики позже в тот же день сообщает Юдзуки, что она временно отстранена от обучения. Юдзуки озадачена, поскольку она очень хочет закончить курс. После этого Акемицу идет за Кики в надежде убедить ее тренировать Юдзуки, однако Кики отказывается тренировать ее, пока она не научится на своих ошибках. Затем Цукуё связывается с Акемицу, после чего она сообщает ему, что Юдзуки исчезла. Акемицу начинает искать Юдзуки повсюду, но не может нигде ее найти. В конце концов, Акемицу размышляет о словах Кики, которые намекают, что счастье Юдзуки может быть притворством. Следовательно, Акемицу решает поискать ее под мостом. Когда он спускается, он замечает Юдзуки. Он приводит ее домой, в результате этого Юдзуки заболевает. Можно увидеть, как Акемицу заботится о ней. Когда она наконец открывает глаза, Акемицу хочет напомнить ей о том, как важно, чтобы у нее были люди, на которых она может положиться. Затем Юдзуки говорит Кики, что она совершила ошибку, поставив свою уверенность превыше всего. После этого Юдзуки принимает помощь от Акемицу и других девушек храма. После того, как она выздоравливает, Кики обещает начать заново ее тренировки. Акемицу и девушки помогают Юдзуки с этим. Кроме того, Юдзуки любезно принимает их помощь. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.